M1T – это один из самых маленьких компьютеров в мире. По размерам он сопоставим с обыкновенным спичечным коробком. Миниатюрные размеры позволяют разместить его на любом, даже очень ограниченном в размерах рабочем месте. Также девайс можно использовать как переносной вариант, то есть забирать компьютер после работы домой или брать его с собой на дачу, на выходные. При этом функционально перед нами полноценный компьютер, который позволяет работать в интернете, офисных и прикладных программах и редакторах, которые не требовательны к видеокарте. Для развлечений его тоже можно использовать. Просмотр YouTube или фильмов в разрешении до 4К. Есть аппаратная поддержка современных кодеков. Также на нем слушать, конечно, можно музыку или воспроизводить аудио через внешние устройства по Bluetooth. Какие-то элементарные игры. В общем, очень интересный и недорогой компик, который мы сегодня детально протестируем, проведем стресс-тесты и, конечно, разберем. Друзья, конечно, этот малыш не сравнится по производительности с мощными настольными компьютерами на процессорах Intel Core или AMD Ryzen и дискретными видеокартами, но и цена у него как бы в разы ниже. К примеру, мой вариант обошелся мне всего $171, и это я еще выбрал процессор получше. Причем в стоимость уже входит предустановленная лицензионная Windows 10 Pro, а при желании вам установят Linux. Нужно просто указать это в комментарии при заказе. M1T может комплектоваться процессором Intel Celeron N4100 или более мощным Intel Celeron J4125. Также при заказе можно выбрать объем накопителя от 128 ГБ до 1 ТБ. Собственно, технические характеристики компьютера вы видите сейчас на экране. Ну а мы поговорим о комплектации. И получил вот эту коробочку всю дорогу с почты до дома. Я был твердо убежден, что получил свой смартфон Realme GT, который заказывал параллельно. Но нет. Видим, что коробка, да, соответствует размерам коробки смартфонов, но надпись Mini PC закрывает все вопросы. В комплекте у нас был блок питания с евровилочкой. Также была инструкция, уже куда-то задевал, и кабель HDMI. Кабель оказался бракованным, при его подключении изображение на экране периодически мигает. Заменив кабель на другой, я избавился от этой проблемы. Но, собственно, дальше компьютер дарил только положительные эмоции. Комплектный блок питания выдает 2 ампера при напряжении 12 вольт. То есть максимальная мощность составляет 24 ватта, а значит сам компьютер потребляет не более 24 ватт. Причем это, наверное, при полной загрузке процессора, графике, дополнительных потребителях, например, внешних HDD-дисках. В общем-то, в реальном повседневном использовании ваттметр показывает, что потребление этого компа находится на уровне 10-12 ватт. То есть компьютер тратит столько же энергии, сколько одна LED-лампочка. Очень экономно. Ну, давайте посмотрим на внешний вид, на интерфейс и размеры. Конечно, это то, что удивляет. Конечно, я был готов к тому, что компьютер крошечный. Но когда рассматриваешь его вживую, то как-то все равно испытывается восторг. Я потом как бы неделю еще всем показывал его со словами «угадай, что это». Причем в эту коробочку производитель умудрился вместить съемный SSD накопитель, который можно со временем заменить на более емкий, и активную систему охлаждения с медным радиатором и кулером. Для лучшего понимания еще раз покажу спичечный коробок. Видим, что в принципе размеры сопоставимы. Да, более объемно, конечно, но такой вот мини-девайс. И на верхней стороне корпуса мы видим отверстия, за которыми расположен вентилятор. Он втягивает внутрь воздух и пропускает его через медный радиатор, который в свою очередь охлаждает процессор. Вентилятор вращается всегда с одной и той же скоростью. Хоть в простой, хоть под максимальной нагрузкой обороты остаются неизменными. Активная система охлаждения позволила добиться низких температур. При простых задачах это всего 40-50 градусов, при максимальной длительной нагрузке до 70-72. Согласно спецификациям процессора, критическая температура для этого камня составляет 105. Небольшой шум от вентилятора, конечно, присутствует, но сказать, что он мне как-то мешает, я не могу. Возможно, именно за счет ровных оборотов и монотонности, но уже через минуту после включения он становится таким обычным белым шумом, который перестает
восприниматься на слух. Собственно, сейчас я включу вам вентилятор компьютера, чтобы вы смогли оценить его шум. Попробую поднести микрофон ближе. Но думаю, этого достаточно. Кнопка включения размещена на лицевой части. Над ней, как вы видели, есть небольшой светодиод, который сигнализирует о нормальной работе устройства. Ну а на задней стенке уже расположены основные разъемы. И здесь же видим выходные отверстия для горячего воздуха. То есть сюда засасывает, отсюда выпускает. Посмотрим на разъемы. Здесь у нас разъемчик питания с интерфейсом USB-C, HDMI для подключения к монитору или телевизору, ну и парочка классических USB 3.0 разъемов. То есть вот так вот все по минимуму. На правой стороне корпуса можно также обнаружить карт-ридер microSD карт и 3,5 мм аудиовыход. На этом, собственно, все. И думаю, никто не станет отрицать, что разъемов здесь действительно маловато. Возьмем худший сценарий. То есть один USB у нас занимает мышка, один USB клавиатура. И все, флеш-накопитель или внешний HDD-диск уже не подключить. Выход, конечно, есть. Можно использовать, например, беспроводную мышку или клавиатуру комплектом. Или вообще использовать Bluetooth девайсы, Bluetooth мышка, Bluetooth клавиатура. Также можно воспользоваться каким-нибудь USB хабом, который расширяет USB разъемы. Есть такие даже, которые добавляют, например, Ethernet порт, да, для того, чтобы осуществить проводное подключение интернета. Так как здесь у нас интернет подключается только через Wi-Fi. Где же разместили SSD-диск? Сложно ли его заменить самостоятельно? Ну, на самом деле нет. Для замены диска потребуется открутить 4 винтика, которые спрятаны за этими ножками. Ну и, собственно, здесь предусмотрено место для крепления за монитором. Так, ну давайте посмотрим разборочку. Снимаем крышку и видим SSD накопитель Tilco на 128 гигабайт формата M2, который подключен через SATA интерфейс. Меняется все в два счета, нужно лишь открутить маленький винтик. И на этом знакомство с внутренним миром компьютера для простых пользователей окончено, так как больше съемных компонентов у компьютера нет. Тем не менее, я продолжу разборку, чтобы посмотреть, как здесь все организовано. Алюминиевый кожух снимается путем выдвигания вверх. И здесь мы уже хорошо видим, что компьютер состоит из двух частей, которые подключены между собой шлейфами. Процессор и память расположены в верхней части и охлаждаются вентилятором. В нижней части расположен накопитель. Между платами есть свободное пространство, которое не позволяет нагревать накопитель от процессора. Это хорошо, так как SSD-диски не очень любят высокие температуры и зачастую выходят из строя именно из-за перегрева. Снимаю SSD-накопитель, срываю все защитные марки и наклейки. Это лишает меня гарантии, но позволяет показать вам, что спрятано за ними. Спрятан бюджетный контроллер Silicon Motion SM2258XT и 2 TLC чипа памяти Intel. Продолжим разборку. Открутив штифтовые винты, можно снять верхнюю плату, предварительно отсоединив шлейфы. Плата по сути нужна для подключения SSD, картридера, USB 3.0 накопителей и аудиовыхода. А также здесь подключена миниатюрная батарейка, которая сохраняет настройки BIOS в системе. Вторая плата — это непосредственно материнка. С тыльной стороны расположен Wi-Fi плюс Bluetooth модуль от Intel 9461DW с поддержкой Dual Band, то есть 2,4-5 ГГц и стандарта 802.11 AC. А вот и лицевая часть. Термопаста на процессоре была свежая, но все равно я заменил ее при сборке на свою любимую MX4 от Arctic. По температуре изменений абсолютно никаких это не дало, но зато я могу быть уверен, что даже через несколько лет ежедневных нагрузок она не потеряет своих качеств. По центру чипсет у нас Celeron J4125, а выше два чипа оперативной памяти SK Hynix по 4 гигабайта. Также можно идентифицировать IC-чип от Texas Instruments, флеш-память, на которой записан BIOS Giga Device и аудиокодек ES8316C.
Теперь рассмотрим систему охлаждения. Вентилятор на 5 вольт с маркировкой BF03507M05. Для отвода и рассеивания тепла используется медный радиатор. И последний момент, на который хочу обратить внимание, это пружинки, выполняющие роль вставок амортизаторов, установленные, чтобы гасить малейшие вибрации, которые могут передаваться на корпус. Так, друзья, посмотрим на BIOS. BIOS у нас здесь стандартный от American Megatrends. Для входа в него после включения компьютера нужно нажимать кнопочку Del на клавиатуре. Прошивка BIOS от 1 июля 2021 года. BIOS разблокирован, доступны все настройки, также даны права администратора, что позволяет их менять. То есть вот видим, разделчик Advanced доступен, Chipset, Security, все есть. И мы можем погулять по разделам, убедиться в том, что здесь у нас достаточно много различных настроек. И большинство из них видим, что можем менять. То же самое вот Chipset. Заходим в любой и видим, что настройки можно менять. Вряд ли это понадобится обычному пользователю. Это скорее для энтузиастов, которые любят изучать строение и работу компьютера. Для обычного пользователя может понадобиться лишь вкладка Boot, которая позволяет выбрать порядок загрузки. Можно также безопасную загрузку включить или отключить, установить пароль администратора и, собственно, загрузить загрузочную флешку, с которой установить Windows. Собственно, думаю, на этом все. Давайте поговорим о системе и производительности. И в качестве операционной системы здесь предустановлен лицензионный Windows 10 Pro с легальным ключом, работающими обновлениями. Это само по себе удивительно, ведь если покупать отдельно лицензионный Windows 10 Pro в официальном магазине Microsoft, то вы отдадите за него 240 баксов. А здесь за $171 целый компьютер с той же системой. Если нужен компик для рабочих целей, где лицензия имеет первостепенное значение, то это очень весомый аргумент. Ну, собственно, после установки системы и всех обновлений у меня занимала она 33 гигабайта, свободных было, все остальное было свободно. Сейчас видим, что уже 23 гигабайта свободно, но это я уже установил пару игр. Здесь у меня есть Hearthstone, здесь у меня есть World of Tanks Blitz, поэтому да, места уже свободного немного. Давайте теперь посмотрим на железо. Для этого нам поможет AIDA 64. Так, посмотрим суммарную информацию о компьютере. Ну и, собственно, 4-ядерный процессор J4125. Что же он из себя представляет? Процессор появился в начале 2020 года и носит кодовое имя Gemini Lake Refresh. Он изготовлен по техпроцессу 14 нанометров и ориентирован, конечно, на рынок неттопов и планшетов. Процессор в себе содержит 4 ядра и 4 потока, максимальная тактовая частота 2,7 ГГц. Если мы зайдем в CPU, видим, что исходно это базовая 2. И здесь у нас что интересного еще? Типичная мощность — это расчетная тепловая мощность, при которой процессор способен работать продолжительное время. То есть видим, что это 10 Ватт. Что еще у нас здесь интересного? В принципе, остальное, наверное, в суммарной информации можно посмотреть.
Встроенная графика здесь Intel Ultra HD 600, она ориентирована в первую очередь на воспроизведение видео и имеет аппаратную поддержку современных кодеков в качестве до 4К, это H264, VP8 и до 8К HEVC и VP9. Для серьезных игр графика не годится, но во что-то очень прям простое поиграть, конечно, можно. А также мы видим, что верно определился SSD накопитель. Вот он, Tilco NGFF, то есть M2 128 гигабайт. И также видим Wi-Fi адаптер Intel 9461. Есть информация также и о оперативной памяти DDR4, которая работает в двухканальном режиме на частоте 2133 МГц. Собственно, вся сборка работает довольно шустро, то есть при работе в системе и браузере, видим, все открывается быстро, папки открываются быстро. Давайте запустим браузер, открываем, здесь у нас ютубчик загружается, откроем новую вкладочку, запустим, допустим, XZBT, ну все как бы довольно быстро запускается. Мышка немножко подтупливает, у меня далеко находится от компа. В принципе, все. Открывается хорошо, быстро, никаких проблем. Это уже не те старые задумчивые компы на атомах, которые доводили людей до нервных тиков. Celeron J4125 уже близок к ноутбучному семейству Core i3. Если быть точным, то его производительность находится как раз на уровне Core i3 пятого поколения. Например, 5005U. Причем в многопоточных задачах J4125 показывает даже лучший результат. Ну и дабы не быть голословным, перейдем к тестам. Первым делом я, конечно, проверил SSD накопитель. Диск действительно новый, на начало тестирования он успел наработать всего 7 часов, ошибок нет, показатели Smart идеальны. Работает через интерфейс SATA 600, температурный датчик отсутствует и температура в 40 градусов взята здесь с потолка. Так как диск системный, то скорости в дисках будут немного ниже, чем могли бы быть, но общая картина ясна. При тестировании объемом данных 1 гигабайт скорость чтения составляет 508 мегабайт в секунду, запись 421 мегабайт в секунду. При увеличении объема данных до 8 гигабайт последовательная скорость чтения записи остаются на том же уровне. Вот случайная запись, особенно мелких файлов и чтение, ну, собственно, они падают в 2 раза. Типичный бюджетный SSD. Ну и теперь погоняем оперативочку и кэш. 10-13 гигабайт в секунду, низкая задержка памяти, очень недурно для такой коробочки. Пробежимся по бенчмаркам. Geekbench 5 438 баллов в режиме одного ядра и 1437 в многоядерном режиме. Cinebencher 15 229 баллов в тесте процессора и 14,7 FPS в графическом тесте. Следующий тест 3D Mark, он направлен на графическую составляющую, но так как у нас интегрированная графика, то я ограничусь лишь соответствующими тестами. Это Skydiver, Night Raid. В первом тесте компьютер набрал 1278 баллов. По сводному графику видно, что во время теста физики частота поднималась до 2,6 ГГц. Также примечательно, что даже в графических тестах температура едва переваливала за 60 градусов. В Night Raid результат 1670 баллов. Здесь процессор работал сильнее и дольше, поэтому температура поднялась до 65 градусов. Ну и еще парочка простых, но показательных проверок. Если массивные бенчмарки станет устанавливать не каждый, то провести встроенный тест в WinRAR или CPU-Z сможет даже ребенок. Зачем это делать? Да очень просто, чтобы сравнить производительность со своим компьютером и сделать какие-то выводы лично для себя. Ну и, конечно, тестирование не будет полным без замера скорости интернета. Если мы зайдем в Insider, то мы можем увидеть, что поддерживается работа в 2 диапазонах в стандарте 802.11 BGNAC. Антенна у компьютера всего одна, да и та спрятана внутри.
но сигнал проходит как бы через стены, через гипсовые стены, нормально проходит через две стены. И от роутера мощность у меня составляет порядка 57 дБ, линкскор 100 очков. В реальных условиях с диапазоном 2,4 ГГц все оказывается не слишком хорошо, скорость заметно падает, и на удалении 10 метров от роутера через две гипсовых стены составляет всего 21 мегабит на скачивание. На отдачу вдвое лучше, 45 мегабит, в принципе такой скорости достаточно для браузера, просмотра YouTube, даже в 4К. Но если есть возможность, то лучше перейти на 5 ГГц. Здесь уже при аналогичных условиях, это 10 метров, 2 гипсовых стены, я получаю более 70 мегабит на скачивание и отдачу. Ну а если использовать максимально благоприятные условия, роутер в комнате с компьютером, то в диапазоне 5 ГГц получим 252 мегабита на скачивание и отдачу. Но здесь я уже использовал утилиту iPerf 3, создавал виртуальную сеть между двумя компами, так как мой тарифный план не позволяет мне получить более 100 мегабит. Ну и собственно теперь пришло время испытать систему охлаждения, выяснить, насколько она эффективна и как вообще ведет себя компьютер под длительными нагрузками. Для этого я воспользовался несколькими сразу программами. Конечно же, есть такая вот в AIDA 64 вкладочка, это сервис. Здесь есть тест стабильности системы. Здесь можно запустить стресс-тест процессора и графики. Ну, давайте запустим на процессор и посмотрим, пока я буду рассказывать, показывать уже готовые результаты, как себя ведет комп. Собственно, мы видим следующее, что максимальная частота 2,7 ГГц. Она доступна непродолжительное время. При таком режиме компьютер быстро превышает допустимый TDP. То есть турбочастота помогает при работе в системе, запуске приложений, открытии вкладок в браузере и так далее. Но при продолжительной нагрузке процессор будет работать на частоте 2,2 ГГц. Ну вот вы можете сейчас видеть. Если мы перейдем частота, видим здесь 2,1, 2 до 2,2 ГГц. Так, видим мощность, видим, что у нас сначала скаканула мощность, и теперь вот 7,95, 7,96, то есть до 8 Вт она держится. Собственно, 30 минут я погрузил таким образом процессор, температура возросла всего до 60 градусов. Ну и далее я добавил графику, видеокарту. Так как она интегрирована в чипсет, то часть ресурсов она, конечно, у него забирает, и частота процессора не поднимается выше 1,9 ГГц. А температура также еще спустя полчаса не превышает 66 градусов. То есть система охлаждения полностью справляется. Ну вот мы видим, какое-то время прошло, температура немного подросла, это 55-56. Ну, собственно, будет она еще расти до 66. Это действительно не быстрый процесс, потому как кулер справляется. И при отключении, видим, вот я только что остановил, видим, насколько быстро спадает температура снова до своих рабочих, там каких-то 50-40 градусов, пройдет менее минуты. Следующим делом, как бы ради интереса, я уже прожарил видеокарту знаменитым бубликом. Через 10 минут получил 69-70 градусов. Также погонял Lynx. Здесь температура поднялась до 73. Тест пройден за 12 минут 37 секунд. Примечательно, что разброс производительности в проходах совсем небольшой. Лучший результат 22 и 20-22 гигафлопс. Согласно Hardware Info, частота поднималась до максимальных 2,7 ГГц, собственно, как нам и обещали. Тест стабильности от 3D Mark компьютер также успешно прошел с показателем 97,2%. Еще бы, ведь здесь я получил как бы жалкие 62 градуса. Суммируя полученные данные, можно констатировать факт, что компьютер абсолютно не склонен к нагреву, тем более перегреву. Даже под длительными требовательными задачами температура находится в приемлемых пределах. И некоторые могут возразить, да, что на таком компе получить такую нагрузку невозможно. Я могу доказать обратное. Первый сценарий — это, конечно, торренты, то есть вы можете качать
много торрентов, много качать, много раздавать. И второй сценарий — это видеомонтаж. На компьютере вполне можно заниматься обработкой видео с исходящим разрешением Full HD. Собственно, я могу это показать на примере Vegas Pro 16. Для этих целей у меня есть специальный тестовый проект. Вот он, тестовый проект. В нем содержатся какие-то отрезки, да, здесь несколько видеороликов. Также содержатся фото и аудиоматериалы. Здесь я делал какие-то вставки, наложения, обрезки, вставлял картинки, редактировал звук, делал какие-то эффекты наложения. Ну, в общем, все то, что обычно делается в этих редакторах. И суммарная длина ролика составляет 10 минут. Так вот, если отрендерить его, это я делаю при помощи пресета Magic AVC. Выбираем Magic AVC и Full HD при помощи Intel Quick Sync Video. То есть именно благодаря технологии Intel Quick Sync Video можно монтировать Vegas, DaVinci, Adobe Premiere на этой букашке. Просто нажимаем рендер. Здесь у нас уже есть такой объект, я уже делал этот тест. Ну, мы нажимаем переписать и все. На полную обработку видео у меня ушло совсем немного. 11 минут 17 секунд. Да, конечно, компьютер на AMD Ryzen 5 3550H при помощи технологии AMD VCE справляется за 5 минут 35 секунд, а компьютер на Core i7 и Intel Quick Sync Video справляется с этим же роликом за 3 минуты 49 секунд. Ну, это уже совершенно другие размеры, совершенно другая стоимость железа. Просто сам факт, что вы можете сесть, спокойно сделать какой-нибудь семейный ролик после отпуска, вы можете сделать редактирование, создать свое видео. То же самое касается, в принципе, фотографии, да, Photoshop вообще без проблем. Ну и про игры. Буквально пару слов. Про что-то там требовательной графики речи быть не может. Компьютер может запускать и шустро ворочать старые игры времен там Diablo 2, Stalker, Тень Чернобыля или Герои 5. Современными играми, даже многопользовательскими, например, там Dota 2 или CSGO, ну, ему сложно. На минималках они, конечно, запустятся, только вот удовольствия вы точно не получите. Будет дикая просадка кадров, особенно в жаркие моменты. Ну, а вот более легкие игры, которые разрабатывались специально для мобильных каких-то устройств, пожалуйста, вот World of Tanks Blitz, Asphalt 9 Легенды там и так далее, какие-нибудь фермы, какие-нибудь гонки, все вот это вот топ бесплатных игр, которые в магазине, это вот, пожалуйста. Собственно, World of Tanks Blitz я поставил на максимальных настройках, на высоких выдают они 40-50 FPS в зависимости от карты, с просадочками до 35 FPS, сложные моменты боя. Ну и также, конечно, можно играть в различные коллекционные карточные игры. К примеру, тот же Hearthstone, да, отлично идет на средних настройках графики. Вот я его установил, играл, мне все нравится. Ну и, конечно, можно использовать в качестве медиаплеера, так как встроенная графика Intel Ultra HD 600 имеет аппаратную поддержку современных кодеков. DXVA Checker обнаруживает поддержку VC1, Windows Media Video 9, H264, VIP8 в разрешении вплоть до 4К, а HEV и VIP9 в разрешении до 8К. При воспроизведении видео, закодированного при помощи этих кодеков, нагрузка на процессор минимальная, компьютер даже не напрягается. Собственно, нового AV1 в списке в этом нет, но это не означает, что компьютер не сможет его воспроизвести, просто нужно установить специальное бесплатное расширение, и он сделает это софтверным способом, декодируя при помощи процессора. И компьютер нормально воспроизводит AV1 в разрешении вплоть до Full HD. Для 4К, конечно, он уже слабоват, появляются тормоза. Но AV1 сейчас это удел стриминговых сервисов, а вот какие-нибудь фильмы используют, в принципе,
кодеке HEVC и H264. Ну и тут вообще никаких проблем нет. Все, что я запускал 4К, корректно воспроизводилось. Давайте вот для примера что-нибудь я закину. Ну, видим, что 3840 на 260, 25 кадров HEVC, HDR10. Насчет HDR, кстати, есть очень интересный момент. Ну, сейчас я о нем расскажу. Ну, видим, да, 10 бит, HEVC, все нормально. Битрейт большой, 51,5. Ну, давайте запустим. Ну, собственно, видим, что все нормально запускается, все нормально воспроизводится. А вот, собственно, насчет HDR интересного момента. Видеокарта не умеет полноценно выводить HDR контент, и телевизор как бы остается в режиме SDR. Но при этом видео автоматически конвертируется в SDR, отчего все цвета выглядят натурально, а картинка не выглядит какой-то тусклой, какой-то неправильной. Вот ролик знаменитый LG Chess. То есть вот, если, например, взять медиаприставки на Android, если приставка не поддерживает HDR, то здесь будет просто, ну, серое такое нечто, а совершенно не цветное. А здесь, как видите, все очень четенько. Соответствуют цвета, яркие, насыщенные, все красиво. Любые фильмы в разрешении до 4К компьютер нормально воспроизводит. Ну, здесь я вот скинул буквально чуть-чуть для примера. На самом деле я подключал внешний HDD диск и запускал много фильмов, проверял разные фильмы. К слову, при подключении к 4К телевизору автоматически устанавливается соответствующее разрешение в системе. То есть, если у меня сейчас Full HD телевизор, то здесь, соответственно, 1920 на 1080, 100% масштабирования нет. А при подключении к телевизору 4К получается 3840 на 2160 и идет уже масштабирование 300%. В системе это выглядит все очень хорошо, вообще никаких проблем, но в приложениях могут быть нюансы, так как в принципе, да, многие приложения не рассчитаны под очень высокое разрешение. Кстати, звук выводится вплоть до Dolby Atmos и Dolby Digital Plus. Ну а теперь про YouTube. Можно смотреть видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Давайте мы чего-нибудь найдем. Введем запрос 4К. Давайте запустим красивый расслабляющий аквариум. Посмотрим на разрешение. Рекламу мы пропустим. Посмотрим на разрешение. Видим, автоматически включилось 2160p. Ну, мы можем даже в принудительном режиме включить 4К. Теперь просто, например, сделаем статистику для сисадминов и запустим видео на весь экран. Ну, видим, что было в начале каких-то 7 пропущенных кадров, пока я раскрывал на весь экран, пока шла буферизация. И дальше воспроизведение идет четкое, плавное. Ну, все хорошо. Это у нас 4К 30 FPS. Давайте попробуем 4К 60 FPS. Просто допишем 4К 60 FPS. Так. Ну вот. Гранд Каньон. Ну, это не так интересно. Давайте запустим Японию. Так, здесь видим, пропущенные кадры появляются в начале.
36 штук. И больше не прибавляется. Да, какое-то время в начале прибавляется. Опять же, пока идет буферизация. И потом перестают. 37. Бывает еще раз там в несколько минут еще какой-нибудь один кадр выстрелит. Если интернет не очень качественный, как в моем случае. Но в принципе видим, что все отлично и плавность хорошая. Так, с YouTube мы разобрались. Теперь пора подводить итоги. Друзья, не хочу, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что подобный компьютер подойдет абсолютно всем и каждому. Нет. Заядлые геймеры и тем, кому нужен мощный компьютер для профессиональной деятельности, здесь точно ничего не найдут. А все-таки в первую очередь это простая домашняя машинка для чтения новостей в интернете, соцсетей и развлечений в виде просмотра роликов на YouTube и фильмов с торрентов. При выполнении этих задач компьютер работает шустро, недостатков производительности не ощущается. Его с легкостью можно использовать для работы с текстом, электронными таблицами, базами данных и нетребовательными к графике прикладным программам. Можно даже заниматься несложным монтажом и редактированием фото, но это скорее при острой необходимости и на любительском уровне. Тот же Lightroom, тот же Photoshop, тот же Vegas работают относительно неплохо. По крайней мере, отредактировать фото для этого обзора, подготовить его видеоверсию я смог без каких-либо сложностей. Да, это было не так быстро и не так комфортно, как на основном компьютере за штуку баксов, но, блин, стоимость этой погремушки $171. Это действительно круто. Такой компик можно купить ребенку для учебы и не переживать, что он будет отвлекаться на игры. Здесь они просто не работают. В общем, применений придумать можно массу. Главное не требовать от него слишком многого. Ну и главной фишкой, которая отличает его от других подобных неттопов, конечно, является миниатюрный размер. То есть места не занимает. Электричество потребляет минимум, плюс в любой момент можно забрать с собой. На самом деле компик я рекомендую, если нужна такая вот простая машинка, недорогая, простая, экономная, миниатюрная, то, конечно, берите, не пожалеете. Собственно, изучить цены на различные комплектации вы можете по ссылочке под видео. Если видео было вам полезно, ставим свои лайки, подписываемся на мой канал. С вами был Злой, до новых встреч!